Приветствую всех на канале Разоблачение. Сегодня я покажу и докажу вам, как прокурор Дорел Затик и офицер Илона Крианге, также директор АРБ Александр Драгулян, превратили уголовное дело в дом обмана, нарушая каждую вторую статью УПК Молдовы. Они думают, что если я за границей, то закон для них перестал существовать. Сегодня мы пройдемся по фактам и статьям, которые я лично загрузил из Кодекса Республики Молдова и которые сейчас буквально сжигают их карьеры. Первый пункт их позора. Что говорит закон? Статья 32, часть 2 и статья 540 УПК РМ прямо разрешают использование телеконференций. Это законное право человека быть услышанным, находясь в другой стране. Но прокурор Затик и следователь Крианге боится смотреть мне в глаза даже через монитор. Почему? Потому что в онлайне нельзя сфабриковать протокол. Отказ в онлайн-допросе – это прямое нарушение моего права на доступ к правосудию. Переходим к главному молчуну системы, главе АРБ Александру Драгуляну. Этот чиновник установил позорный рекорд. На мои официальные запросы и электронные письма, и бумажное письмо, отправленное заказной почтой, он не отвечает уже более от 700 до 800 дней. Драгулян, вы думаете, что ваше кресло дает вам право игнорировать законы, которыми вы обязаны руководствоваться? Посмотрите, что вы нарушили. Статья 78 Административного кодекса РМ. Ваша прямая обязанность – рассмотреть заявление и дать ответ. Вы не имеете права просто молчать. Статья 115 Административного кодекса РМ. Закон дает вам на ответ ровно 30 дней. Вы превысили этот срок более чем в 25 раз. Закон номер 158/2008, статья 22. Кодекс поведения госслужащего требует от вас оперативности и профессионализма. Ваше молчание в течение 800 дней – это полная профнепригодность. Статья 329 Уголовного кодекса Республики Молдова. Халатность в служебных делах. В ваших материалах прямо указано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее ущерб в особо крупных размерах, является уголовным преступлением. Блокировка ваших активов на сумму $176 тысяч США в течение более 8 месяцев без законных оснований и ответов на запросы квалифицируется в документе как небрежность при исполнении служебных обязанностей, имеющая все признаки данного преступления. И еще одна деталь для тех, кто в кабинетах PCC-OCS привык манипулировать фактами. Статья 214 УПК РМ гласит: «Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы». Это значит, что ваши субъективные подозрения весят ровно 0 рядом с моими неоспоримыми цифровыми доказательствами. Вы обязаны оценивать их в совокупности, а не выбирать только то, что выгодно следствию. Но вы боитесь этой оценки, потому что она рушит все ваше обвинение. Более того, напомню прокурору Затику о статье 52 УПК РМ. Вы лично несете ответственность за законность всех производимых действий и решений по этому делу. Каждый ваш отказ в онлайн-допросе и каждое проигнорированное ходатайство – это задокументированное нарушение служебных обязанностей. По закону вы обязаны стоять на страже правопорядка, а не превращаться в инструмент финансового давления. Мы фиксируем каждое нарушение, и поверьте, по статье 251 вам придется открыть все материалы дела и ответить за каждый день этого незаконного саботажа. Перейдем к доказательствам. Статья 19, часть 3 УПК РМ обязывает следствие собирать не только обвинительные, но и оправдывающие улики. У Илоны Крианге на столе 15 месяцев лежат TXID и хэши блокчейна, подтверждающие возврат средств и мою невиновность. Но она их не видит. Почему эксперт-криминалист боится аудита Binance? Потому что цифры не лгут, в отличие от системы. Игнорирование блокчейна – это уголовное преступление по статье о халатности и фальсификации дела. Сроки. Таймер прокурора давно обнулился. Статья 63, часть 2 ограничивает статус подозреваемого сроком в 3 месяца. Прошло более 15 месяцев. По статье 285, если нет прогресса, дело должно быть закрыто. Они маринуют аресты на активы в $176 тысяч при заявленном ущербе в 35 тысяч. Это прямое нарушение статьи 202 УПК РМ о пропорциональности. Это не следствие, это финансовый шантаж в государственных масштабах. И самое главное, о чем они предпочитают не вспоминать, это статья 313 УПК РМ. Эта статья – мой прямой инструмент против вашего бездействия. Она гласит, что любые жалобы на незаконные действия, или, что важнее в нашем случае, бездействие органа уголовного преследования, рассматриваются судьей по уголовному преследованию. Драгулян, Затик, Крианге,
Ваше молчание и саботаж моих доказательств – это не просто тишина. Это прямое процессуальное нарушение, которое я уже превратил в судебные иски. С вами был Падука Михаил. Берегите себя и своих близких. До новых встреч, друзья!